Добрый день, дорогие рыбы! Добро пожаловать на мой канал. И это ваш гороскоп на 2026 год. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Будем планировать этот яркий отрезок нашей жизни, ведь в 2026 нас ждут два коридора затмения на растущем лунном цикле. В прямом смысле это будет влиять на рыб. У нас кармические узлы меняют знак и переходят с оси рыбы, девы на ось льва, водолея. Конечно же, еще будут кармические задачки для рыб первой декады в 2026 году. У нас Сатурн и Нептун, ваш управитель, из рыб переходит в знак Овна, и действия и эмоции наши станут гораздо ярче, и случится это совсем скоро, буквально в самом начале 2026 года. А так, конечно же, Уран поменяет знак, перейдет из Тельца в Близнецы. Юпитер, ваш второй управитель, из Рака перейдет в знак Льва. И, конечно же, что? Коридоры затмения на растущем лунном цикле никого не удивить. Тремя циклами ретроградного Меркурия, я думаю, тоже. И, кстати, ретроградный Меркурий в 2026 году у нас будет в Рыбах, в Раке и в Скорпионе. Три эмоциональных знака, три эмоциональных периода. Ну и вишенка на торте – это, конечно же, ретроградная Венера в 2026 в Скорпионе. Будет ли она влиять на рыб? Естественно, будет. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Это ваш гороскоп на 2026. Я в своем стиле буду рассказывать, как астрономическое событие будет влиять на каждую декаду знака рыбы. Да, гороскоп для 3 декад и, естественно, общий итог для всех рыб, потому что где-то у нас будет информация сходиться, где-то для каждой декады будут свои задачи и вопросы. Не потому, что я кого-то больше люблю, нет, потому что просто вот так складываются аспекты, и это нужно понимать. Точно так же, как нужно понимать, что это общий гороскоп. И я здесь, например, не вижу те аспекты, которые у вас складываются на домарные сетки, потому что я не знаю время и рождения каждого человека, который смотрит это видео. Поэтому, если у вас свой собственный вопрос, дорогие, оставляйте в комментариях к этому видео, но при этом указывайте свою дату, время, место рождения, ну и, конечно же, вопрос, что вас интересует, потому что у кого-то может быть одно событие в год, кто-то тянет только одно событие, а у кого-то просто вечеринка событий. Но все возможные варианты я буду, конечно же, перечислять для того, чтобы у вас был масштаб вашей деятельности понятен, сколько же вы можете осилить. И да, дорогу осилит идущий. Если же ничего не делать и просто смотреть гороскоп, то никуда и не придем. Понимаете, я о чем говорю? Да, этот гороскоп по декадам, и если вы смотрите его по Солнцу, то есть вы солнечные рыбы, то первая декада рыб – это все те, кто родился в феврале. Вторая декада – если вы родились с 1 по 10 марта. И третья декада рыб по Солнцу, если вы родились с 11 марта и до знака зодиака Овен. Да, каждый год солнышко по-разному переходит в знак Овна. Это бывает 20 либо 21 марта, поэтому указывайте свои данные, если у вас вопрос. На самом-то деле очень много людей встречается, кто как раз-таки родился между знаками Овна и Рыбы. Это не хорошо, не плохо, это просто данность. У нас каждый год включается новый астрономический год, поэтому это, естественно, заряженный силой человек. Если вы смотрите по асценденту, тогда 30 градусов знака рыбы делите на 3 равных отрезка. И если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20, это вторая декада. И если с 21 по 30 градус, тогда вы третья декада рыб по асценденту. Ну что, дорогие, готовы? Поехали! У нас начинается очень, я бы сказала, интенсивно 2026 год. Буквально с первых денечков, там с 3 с 4 числа, будет такое внутреннее активное желание двигаться вперед, делать. У нас собирается очень много планет. В астрономическом понятии это называется стелиум, когда они вот так вот все вместе, они будут в Козероге. И да, буквально с
с начала января Юпитер, ваш управитель, будет делать оппозицию вот к этому собранию планет, можно это так назвать. А там Марс, Солнце, Венера. И к 20 числам еще января туда подойдет Меркурий. Так вот, Юпитер в оппозиции с этими планетами как раз будет двигать нас, заставлять делать что-то очень мощное и интересное со своей жизнью. Конечно же, это будет очень хорошо работать у рыб второй декады, потому что все это добро во второй декаде будет находиться как раз-таки в начале января, и уже во второй половине месяца это будет, там, третья неделя января к 20 числам, это уже будет третья декада рыб. У рыб первой декады какая история будет вот в январе? Здесь, конечно, у нас в конце декабря 2025 года у нас Лилит поменяла знак со Скорпиона на Стрельца. Естественно, она будет делать всю зиму, и поменяется эта история только в марте. То есть и Лилит будет делать такой медленный аспект, естественно, к солнышку каждой рыбе первой декады. То есть у нас зима, можно так сказать, будет для рыб первой декады такая особенная, что ли, то есть в смыслах, в осознаниях, потому что здесь еще в десятых числах января кармические узлы перейдут как раз-таки, то есть северный кармический узел перейдет в первую декаду рыб. И здесь, конечно же, вопросы, задачки будут такие очень интересные. Основные, основательные будут задачи какие? Кто я? Что я хочу делать в своей жизни? Что мне вообще нравится делать? Внутреннее понимание, принятие себя. Вообще, живу ли я так, как я хочу? Естественно, эти вопросы будут к Солнцу. Здесь сейчас, как раз сейчас я спрашиваю, а я вот не люблю жить по Солнцу, я вот люблю жить по Луне. Это все прекрасно. Но когда кармический северный узел вот так вот проходит Солнце, делает аспект, делать он будет медленно. То есть и здесь все рыбы первой декады до 27 июля 2026 года у вас вот такой вопрос фундаментальный внутренний. Кто я? Что я вообще хочу от своей жизни? Насколько я хочу свою интересную такую яркую жизнь? Не все полгода будет вот такое просто внутреннее состояние осознания. Конечно же, у вас будут задачи случаться такие, попадаться ситуации различные в жизни, проявить себя как рыбы. Кто такие солнечные рыбы? Да? То есть это считается самый мудрый знак в зодиаке. Это внутреннее ощущение. Сейчас могут слушать меня все рыбы, потому что рыбы второй декады, вот еще сейчас в 2025 году проходят этот вопросик. Да? Рыбы третьей декады, если вы уже вроде как вам все понятно, но вы еще до сих пор не сделали никаких действий и решений, потому что у рыб третьей декады вообще на настоящий период, на начало 2026, здесь вообще фейерверк событий, движения вперед. То есть если вы еще не пошли зарабатывать там, где вы хотите, если вам в отношениях вообще непонятно, то есть если у вас нет отношений, то понятно, что вы ничего не знаете, что с ними делать. Ну, то есть вы считаете, что лучше без отношений, чем с ними. Сейчас такая очень интересная тема начнется в дебатах. Я это прекрасно понимаю, потому что в нашем обществе считается, что лучше проблему убрать, чем ее решить. Нет отношений, нет проблем. И интересная позиция. Иногда бывает так на самом деле проще. Ну, мы с вами все социальные, да, существа, мы все ходим по этой земле, и почему-то либо комментарии оставляем, нам просто интересно, либо заходим в социальные сети для того, чтобы смотреть гороскоп. Это вопрос тем, кто говорит, а я вообще не социальный человек, мне общество не нужно, правда? А зачем вы тогда сидите в социальных сетях? Я вот просто черпаю информацию. Зачем? От таких же людей, которые вот не нужны вам, да, то есть зачем вы тогда черпаете информацию от людей, которых вам не нужны, и в вашей картине мира только вы. То есть здесь такой вопрос, знаете, он очень мощный, очень сильный и глобальный. Для того, чтобы его понять, нужно стать рыбами по солнцу. Реально так. Если вы смотрите по асценденту, то нужно иметь мышление рыб, тогда ваш асцендент и гороскоп начинает работать, и вы начинаете притягивать события в своей жизни, те, которые вы хотите. Почему я говорю про солнце? Почему нужно жить по солнцу? Потому что это не инстинкты. Инстинкт – это луна. Поели, поспали, посмотрели фильм, почитали книгу, захотелось, не захотелось, ничего этого не сделали. Пошли, потанцевали, все, занялись каким-то… Это инстинкты.
А солнце– это наше «я», это наш характер, который заставляет нас заниматься любимым делом, даже когда есть трудности, это критическое мышление. То есть это вот все. Понимаете, для того, чтобы решить кармическую задачу, потому что у нас такой очень мощный вопрос у рыб вообще заканчивается, потому что 27 июля 2026 года кармические узлы перейдут дальше. Спрашивать львов и водолеев по большей части, и на ближайшие 1,5 года с лета, да, к рыбам не будут иметь никакого вообще отношения, ни кармические задачи, ни вопросики к Солнцу, мироощущения. Просто вот такой момент времени, когда вы должны наконец-таки понять, а живете ли вы вообще так, как вы хотите, или вам кажется, что вы живете так, как вы хотите. Очень мощно этот вопрос сейчас проходит вот в декабре 2025. Это рыбы второй декады. Рыбы первой декады будут эту задачку решать январь, февраль, март, и до конца, то есть 2020, ну, то есть пока до периода в 26 году. Почему в апреле поменяется? Потому что там Уран поменяет знак и будет уже не то, что торопить рыб первой декады, то есть и там Уран пойдет в Близнецы 26 апреля 2026 года, и там у рыб первой декады не будет такого расслабления. Сейчас скажут, где другие рыбы? Продолжаю про рыб второй декады, да, сейчас тут чуточку договорю. И поэтому у рыб первой декады как раз-таки вот эта зима, январь, февраль и март, это история в вопросиках еще своих страхов. Вот самая классная, основная, унесли мой блокнот, который я всегда показываю, так говорю, берете книжечку, ежедневник, блокнотик и пишите, что я вообще люблю в этой жизни, в своей, кто я такой. То есть это основной такой вопрос, который приведет вас, вот смотрите, рыбы на первой декады, то есть если вы к этому вопросу приходите очень быстро и хорошо, тогда у вас открывается очень много дверей. Вы начинаете искать там новую работу и понимаете, что вы к этому готовы, что вы засиделись, вы живете не той жизнью. Вы начинаете менять что-то в отношениях, либо вы ходите из старых, понимаете, что рядом с вами вообще не тот человек, да, с которым вы бы хотели прожить жизнь, да, то есть у вас открываются глаза на свою жизнь. Это вот такой вопрос. А до тех пор, пока вы не поймете, кто вы, у вас все так и будет. Поэтому ответ на вопрос рыб первой декады, вот как начнется 2026 год, он либо вы откроете глаза, и тогда у вас включаются автоматически множество возможностей, да, которых я буду, конечно же, еще говорить и про феврале, но январь вот он такой. Здесь должны появиться внутренние такие мощные претензии и желание двигаться вперед. Вот такой будет январь у рыб первой декады. Январь у рыб второй декады– это вообще мощное такое движение вперед, потому что весь этот стелиум планет будет идти внутреннее противоречие, что я вот не получил ранее то, что я хотела, то, что я считаю достойно. Здесь и отношения, здесь и работа, здесь и финансы в том числе, да, здесь и социальное положение. И здесь либо вы начинаете действовать, либо нет. То есть здесь у всех, у каждого тоже свой такой вопросик, да, насколько внутри у вас работают вот эти состояния, двигаться, идти вперед, да, чего-то достигать. Потому что есть люди, которые вот живут свою обычную жизнь, и им вообще не интересно, там кто-то чего-то достигает, карьеру строит, и это не хорошо, не плохо. У каждого свое, понимаете? А кто-то живет свою жизнь и понимает, что он постоянно недоволен, постоянно мало, чего-то не хватает, в отношениях все не то, все раздражают. Берем книжечку, пишем, почему меня раздражают другие люди. То есть это такая мощная задача на январь, и с этим не затягивайте. Начинайте просто, что вы хотите, начинайте делать это сами, потому что если предъявлять претензии, начать у рыб второй декады в январе, получится очень хорошо поругаться. Не надо ругаться, не надо. Надо, наоборот, двигаться вперед и вот эту историю как раз-таки культивировать самим. Самим понимать в работе, что нужно сделать такого, чтобы заработать еще больше, что в отношениях мне хочется внести, потому что претензии будут ко всем сферам жизни. Кармические же узлы выходят из второй декады рыб, а послевкусие остается. То есть такая нереализованность. Юпитер– это планета, если мы все делаем так, как мы хотим, тогда у нас карьера идет, в отношениях хорошо, идет расширение семьи, отношений, да, финансы идут хорошо. А если у нас мы живем не так, как мы хотим, то у нас претензии ко всем, к работодателю,
к работе своей, если мы работаем на себя. Нам кажется, что у нас не тот коллектив, что мы какой-то не тот управленец, и вообще нас в личной жизни не понимают. То есть это такая претензионная история будет в январе. Рыбы третьей декады, дорогие, у вас вообще тут, я бы сказала, карт-бланш такой, да, до конца января Нептун будет находиться в знаке рыбы, до 26 января. То есть, а уже, можно сказать, в феврале полноценно будет в Овне. Я сейчас для всех рыб эту историю тоже расскажу. Но рыбы третьей декады, у вас сейчас еще Сатурн идет по третьей декады рыб. И 14 февраля, в ночь с 13 на 14, все зависит от того, где вы живете, в какой части планеты, да. То есть Сатурн еще поменяет знак, и с рыб выйдет в Овна. И да, вот январь у рыб третьей декады получается, доделать нужно дела с финансами, с долгами, недвижимость, нужно как минимум вписаться, если хочется, если не получается. Работа, здесь Уран до 26 апреля 2026 года делает потрясающий аспект к рыбам третьей декады. То есть это какие-то резкие изменения в работе, это тот самый счастливый случай, когда мы ускоряемся, делаем много в работе, в карьере. То есть это те самые связи, люди, которые появляются в нашей жизни. Естественно, нужно выходить из дома. Естественно, нужно не запирать себя вот так. Плюсом еще Юпитер из третьей декады рака делает потрясающий гармоничный аспект рыбам третьей декады. Здесь, дорогие, хочу сказать, что у вас вообще карьера очень активно должна идти вперед. Поэтому здесь история такая очень сильная и очень важная у рыб третьей декады. И я знаю, не все с этим справляются, потому что здесь и финансовая история, история с недвижимостью, покупка автомобиля. Тоже в январе в эту историю можно отлично вписаться. И даже в феврале и далее, и в марте. Эта история будет касаться рыб третьей декады. Но нужно это делать, потому что если мы все, во-первых, по-разному справляемся с количеством аспектов. Кто-то выдерживает вот так много, когда, да, очень много силы, а не все выдерживают. И здесь вопрос просто каждому. Если вы понимаете, что вы как-то не справляетесь, сделайте хотя бы шажочек в сторону того, чего я озвучила в самом начале 2026 года, в январе, рыбы третьей декады. И потом потихонечку в течение всей весны вообще очень классно будет гармонично планировать для рыб третьей декады. Просто составляете себе план. Вообще это всех касается, да, просто у рыб и второй, и первой декады немножко попроще будет год, немножечко, понимаете? Но у рыб третьей, конечно же, эта история вот начала 2026, оно прям заряжено. И здесь нельзя тормозить, нельзя. И мы идем в февраль, собственно, я так и говорю, что февраль у нас такой будет очень мощный в том числе. У нас 26 января Нептун поменял знак, перешел в Овна. С 13 на 14 февраля у нас Сатурн меняет знак, переходит в Овна. И мы все становимся активны и амбициозны. Не говорю, что Уран выходит из ретроградного движения 4 февраля. Вот это касаться будет только рыб третьей декады. Но я по Урану уже сказала, что это те самые возможности удачи, про которые меня очень часто спрашивают, потому что Уран здесь на гармоничном аспекте к рыбам третьей декады. Это, как правило, та удача, которая говорит, ну когда же повезет, когда случится. Здесь нужно делать много. Результат может быть неоднозначный, но он однозначно будет, поэтому вот такая история движения вперед. Идем дальше. 17 февраля очень мощная, важная точка у нас вообще у всех в 2026 году. У нас 17 февраля включается коридор затмений. Коридор затмений на растущем лунном цикле. Да, это новолуние, то есть это будет растущая луна. Новолуние будет в Водолее в последних градусах, но при всем при этом у нас очень важен будет этот коридор затмений для рыб, вообще для всех. Почему? Ну, во-первых, только вышел Сатурн, Нептун из рыб третьей декады. При всем при этом здесь очень важная история будет работать и на рыб третьей декады через Уран, который, между прочим, на начало коридора затмений в феврале. То есть вот мы, согласитесь, февраль за последние года прям таки так себе любим. Прям не очень любимый месяц, да? Вот здесь коридор затмения вот так вот нас всех стряхнет, потому что с 17 февраля по 3 марта такой достаточно эмоциональный период в нашей жизни, он еще продлится. То есть там, конечно, у нас случится потом полнолуние. Полнолуние, оно у нас будет такое тоже, знаете, мощное. Но, тем не менее,
История всей вот этой энергии движения продлится у нас до 21 марта. Почему? 21 марта у нас включается новый астрономический год. Это весеннее равноденствие. То есть у нас весь март, можно сказать, начнется с февраля. То есть если мы с этими эмоциями справимся, то у нас тогда пойдет дальше и активно, и мощнее. Но у нас нет вариантов совсем не справиться, поэтому переживайте все быстрее и активнее. Единственное, может быть, сложность, у нас Нептун перешел в Овна. Как он будет влиять на рыб вообще, да? Ну, то есть, если, понимаете, у нас а, раньше эмоции были такие спокойные, флегматичные. То есть если был вот такой бушующий океан эмоций, то потом волна не спадала, и вот оно как-то спокойно было, да, то есть была энергия рыб. Рыбы это как никто понимает, да, то есть все было понятно, когда Нептун в рыбах, рыбам вообще все понятно, эмоции, да, а когда в Овне, это прям бушующая скважина всегда. То есть это когда нас прорвало в прямом смысле, когда мы начинаем сразу быть очень сверхэмоциональны. То есть вот такими станут наши эмоции. Понимаете, потому что 17 февраля у нас коридор затмений в Водолее. При всем при этом Солнце и Луна, они в Водолее и в точной квадратуре с Ураном. У кого будет работать эта история и как вообще сложится коридор затмений на всех рыб, сейчас расскажу. Потому что для каждой декады это будет важная история. У рыб первой декады, да, эта история будет проходить через отношения, свое «я», потому что северный кармический узел в соединении с Венерой, и все это добро в первой декаде рыб. При всем при этом здесь Лилит, вот эта самая Лилит, делает квадратуру как раз-таки к Солнцу, рыбам первой декады, напряженный аспект, когда будет внутренняя паника, страхи, потерять отношения. Венера может быть у нас как и отношениями, так и финансами в том числе, так и уровнем жизни, который нам нравится. Понимаете, о чем говорю? И эту историю нужно очень хорошо понимать. То есть здесь будет немножко страшно и волнительно за себя, за свой уровень жизни, за свои отношения. У всех будет эта история по-разному работать. Для второй декады рыб будет работать через Меркурий. Меркурий при всем при этом будет в точном аспекте, в очень благоприятном с Юпитером. Юпитер во второй декаде рака. То есть у рыб второй декады фактически на этот коридор затмений очень хороший социальный карьерный рост. То есть здесь история связана с Юпитером. Если вам хочется как раз-таки движения вперед, а Юпитер еще ретроградный, он будет до 11 марта идти в ретроградном движении и делать гармоничный аспект рыбам второй декады. Поэтому здесь, дорогие, учеба, знания, коммуникация, связи, контакты, поездки, социальная роль, карьера. Юпитер дает приход денег, прибыли. Переезд в благоприятный район, вообще, в принципе, командировка. Тоже хорошая история у рыб второй декады, вот в этот коридор затмений в конце февраля и в марте может сложиться. Поэтому здесь эту историю очень хорошо понимаете, рыбы второй декады. Здесь чем больше сделать, это такой, знаете, месяц, получается больше месяца, да, и еще там послевкусие в апреле остается. Делайте как можно больше рыбы второй декады в карьере для того, чтобы заработать больше, новые проекты, планы, подключайте свои знания, связи, контакты. Чем больше сделаете, тем получится очень хорошо, да, и коридор затмений для вас запускает вот это движение вперед, в рост, наверх. Еще пока Лилит не добралась, то есть к лету Лилит перейдет во вторую декаду Стрельца и будет делать квадратуру к рыбам второй декады. Понимаете, я о чем говорю? И там уже возникнут страхи, паника, достоин, недостоин, могу, не могу, а вдруг не получится. А пока Юпитер вот дает такой вот потрясающий момент. И забегая вперед, у нас там в этом коридоре затмения с 26 марта у нас включается ретроградный Меркурий. Кого он заденет? Ретроградный Меркурий заденет рыб третьей декады. Да, но, конечно же, к этой истории уже к концу месяца подключится еще и Венера, потому что ретроградный Меркурий на этот момент будет с Венерой в соединении. Ретроградный Меркурий будет в рыбах у нас в соединении с Венерой в третьей декаде рыб. И при всем при этом его ретроградность будет до 20 марта. Чувствуете, как долго? Просто 26 дней. Просто
прямо-таки очень хорошо, очень сильно. Не 26, 22, 23, да, потому что у нас все-таки февраль не длинный месяц, понимаете, я о чем говорю. И послевкусие еще дальше вот туда затянется до конца марта. Поэтому распознайте свои эмоции, что получилось сделать, что не получится сделать. Рыбы третьей декады. У вас эта история будет очень хорошо работать через гармоничный аспект Урана, во-первых. При всем при этом, вдалеке будет, конечно же, еще Плутон. Посмотрите, пожалуйста, рыбы третьей декады. У меня есть такое видео «Финансовый гороскоп». Я в конце этого ролика прикреплю финансовый гороскоп для рыб. Поэтому посмотрите, что нужно сделать максимально. Потому что у вас здесь в карьере прорыв, движение вперед, и эту историю вообще никак не нужно тормозить, потому что, во-первых, дорогие, после этого коридора затмения, да, как раз-таки, ну, с коридором затмения включаются еще и ваши дни рождения. То есть эту историю нужно очень хорошо понимать. То есть вы буквально в этот коридор затмений подводите, быстро подводите в феврале итоги, и уже свои дни рождения отмечаете с мощным движением вперед. Это я говорю рыбам и первой, и второй, и третьей декады. У рыб третьей декады очень хороший финансовый рост, скачок, движение вперед. И вот пока Уран из третьей декады Тельца будет делать гармоничный аспект рыбам третьей декады, нужно эту историю очень четко понимать. А это февраль, март, апрель в том числе. То есть сделайте как можно больше рыбы третьей декады, и коридор затмения – это тот период, когда будет ваш такой большой скачок, и на таких же эмоциях пройдет и март, понимаете, я о чем говорю. Ретроградный Меркурий, я не скажу, что он будет какой-то прям таки сложный, что он будет какой-то таки странный. Нет, он закончится у нас 3 марта, заканчивается он у нас 3 марта, это полнолуние в Деве, то есть полнолуние в Деве очень важный период для рыб и второй, и первой декады. Рыбы третьей декады делают как можно больше в работе, в карьере, в любовных отношениях в том числе. Там будет идти Венера в третьей декаде рыб, а эта история всегда своего уровня жизни, комфорта, качества, того, как вам нравится и хотелось бы жить. Поэтому постарайтесь сделать очень много, потому что Венера в очень хорошем аспекте с Ураном, с Плутоном, с Нептуном и с Сатурном в соединении. То есть план действия рыбы третьей декады. Не упускаем вот это окно возможностей в своей жизни для того, чтобы наладить как раз-таки работу. И я сейчас продолжу буквально за апрель. Как и говорила, апрель будет интересным, но все будет зависеть от того, что мы сделаем в марте. Как говорится, как свой персональный год начнешь, так его и проведешь. Март будет с послевкусием коридора затмений, то есть эти эмоции у нас остаются до конца марта, и вот самое начало апреля, буквально первая неделя, и потом у нас начинает все идти очень сильно ускоряться, складываться вот такие аспекты. При всем при этом остается очень гармоничная история у рыб второй декады, связанная с Юпитером. Здесь работа, карьера, социальный статус. У рыб точно так же у рыб второй декады это еще и расширение семьи. Кому-то захочется переезда, расширение семьи, не просто расширение своей карьеры, а расширение семьи. Жениться, выйти замуж, родить ребеночка. Очень хорошая эмоция вот здесь, поэтому рыбы второй декады понимаете, насколько глобальной может быть у вас весна 2026. Рыбы первой декады по-прежнему идут в своем темпе решения своих кармических задач, но при всем при этом, дорогие, у нас Лилит уже в марте переключилась на вторую декаду Стрельца, и здесь, конечно же, понимаете, что уже начинают такие вопросики быть связаны с Лилит, могу ли я, не могу ли я, достойно, недостойно, все что угодно, потому что наши страхи это всего лишь наши страхи, которые нас тормозят от нашей реализации. Нужно в них просто разобраться для того, чтобы понять свои истинные мотивы к действию. И да, у рыб второй декады эта история начинается уже в апреле, и май, и июнь будет очень хорошо работать. У рыб третьей декады будет работать история со страхами июль, август, и в сентябре, 13-14 сентября Лилит меняет знак, переходит из знака Стрельца в знак зодиака Козерог. Начинает делать гармоничный аспект рыбам первой декады.
но это уже гармоничный аспект, когда наши страхи не будут нас так сильно останавливать. Понимаете, о чем я говорю? И да, у рыб первой декады до лета кармические узлы, конечно, подбрасывают такие задачи формирования своего характера. Это будет такое ощущение, как будто я хочу жить заново, понять, кто я, и делайте свои новые открытия в своей жизни, потому что мы все растем, и в каждом возрасте своей жизни у нас появляются новые привычки, если мы развиваемся, мы становимся другими людьми. У нас как минимум меняется взгляд на жизнь, наши желания тоже меняются, и мы понимаем, что какие-то вопросы, это я для рыб первой декады сейчас говорю, но может быть и другим рыбам тоже это будет полезно, потому что не все могут найти вот эти ответы на свои вопросы. Все почему? Потому что мы растем. Сейчас в обществе мода на то, чтобы остаться инфантильными. Инфантильный, инфант, это с английского ребенок. То есть остаться ребенком как можно больше. Оставляйте своего ребенка внутри, балуйте его, да. Но мы все живем здесь в взрослом мире, да, и когда вот у нас есть документ, где написано, сколько нам годиков, нам уже непозволительно быть ребенком, понимаете? Балуйте себе, когда вы наедине с собой, дома, расслабляетесь, отдыхаете. Вообще это прекрасно, свои истинные желания. Но когда мы в обществе, мы живем по правилам. И здесь просто нужно для того, чтобы своего инстинкта выживания как раз-таки придерживаться, да, понимать, что какие-то моменты в каком-то возрасте, они уже закрыты, они прожиты. А если вы какие-то эмоции не прожили, проживите их, поймите, актуально вам это или нет. Может быть, вам это уже просто неинтересно и не нравится. И вы давным-давно из этого возраста вышли, понимаете, как я о чем говорю? То есть если вы всю жизнь хотели научиться кататься на велосипеде, но вы не умеете этого делать, так пойдите и покатайтесь на велосипеде, понимаете, я о чем говорю? И сделайте то, что вам хочется. Это рыбы первой декады, и вам это делать будет нужно для того, чтобы понять, кто вы. А когда эта история примет вот такой основательный эффект, и вам с собой станет все понятно, тогда вы пойдете дальше и будете реализовывать, потому что в жизни достигают, реализуют, зарабатывают, имеют отношения взрослые люди. Те, кто понимает, что мир – это ответственность, жизнь – это ответственность, семья, деньги, карьера, работа – это все ответственность. И у детей нет ответственности, поэтому сейчас модно так быть инфантильными. Понимаете, я о чем говорю? Идем дальше. Апрель в целом будет классно. В целом будет классно. Если мы, конечно же, февраль-март не просядем. Это если о правде, это если о птичках. Единственное, здесь Лилит будет немножечко тормозить рыб второй декады, но при всем при этом потрясающий аспект от Юпитера, недвижимость, семья, расширение, карьера, поездки, переезды. Даже если вы хотите поменять свою жизнь и переехать из неблагоприятного в благоустроенный район города, это будет очень хорошая идея. Главное начать действовать. Рыбы третьей декады, у вас, конечно же, очень множество историй еще через Уран идут, потому что все планеты в середине апреля, то есть там Меркурий, Нептун, Марс, Сатурн, они находятся в начале Овна, но при всем при этом в потрясающем аспекте с Плутоном, с Ураном, и это все будет работать у рыб третьей декады через Урана. Множество возможностей в карьере, в финансах, поэтому продолжайте свой февраль, март и апрель в том же духе, дорогие рыбы третьей декады. И да, 26 апреля 2026 года, красивая дата, но события с этой даты начинают складываться такие очень сильноватые, и от этого зависеть будет наш май. Любим ли мы май? Здесь каждый должен для себя задать, спросить этот вопрос. И вот здесь начинаются уже такие быстрые достаточно качели для рыб первой декады. Уран меняет знак и делает квадратуру к Солнцам рыбам первой декады. То есть если до этого момента были аспекты у рыб третьей декады, но это был гармоничный аспект, то здесь напряженный аспект, когда резко приходит увольнение, резко нам вторая половинка говорит, как мне все надоело, или же вы резко понимаете, что как-то вот больше мне так жить не хочется, а хочется вот так. Здесь главное понимать, что напряженный аспект Урана – это, как правило, наш вот инфантильный ребенок, да, масло масляное, который сидит в нас, очень долгое время ничего не делал и думал, что ему что-то дадут. Здесь история такая, что если резко рвать связи, отношения, можно потом по периоду, по прошествии периода времени словить такое чувство одиночества, которое на ближайшие 2-3 года будет с рыбами первой декады.
Поэтому здесь понимаете, вам хочется всю свою креативность, взрослость, самость включить в карьере, в работе или же в отношениях доказать, кто прав. Невозможно на напряженном аспекте Урана доказать в отношениях, что я прав, а ты нет. Это такая история очень ведет всегда к разрыву отношений. А вот если начать разговаривать по душам, находить точки соприкосновения, понимать, что у вас в этих отношениях очень много чего, это я для рыб первой декады сейчас говорю, очень много важного, классных событий, совместных вместе, и вам эти отношения очень нужны, они вам важны, и вы вообще любите и цените свою вторую половинку, но сейчас что-то пошло не так, то начинайте разговаривать по душам. И если вы на ближайшие 2-3 года в отношениях станете плюс-минус лучшими друзьями, то есть будете максимально понимать вторую половинку без чувства вины, без комплексов, без таких каких-то моментов, то вы переживете кризис своих отношений. 2 годика, 2 годика, потому что в самом начале вот рыбки первой декады, да, и вот те, кто в конце декады, то есть здесь в принципе, я бы еще бы каждую декаду на 3 отрезка поделила, понимаете, дорогие, но тогда вообще будет очень сложно слушать этот гороскоп, понимаете, я о чем говорю. Поэтому здесь плюс-минус 2 года периодами проходящими, но Уран – это планета, которая делает долгие аспекты на несколько месяцев. И нам всегда кажется, что это какой-то новый уровень вообще, что происходит, когда будет трясти личную жизнь. Либо карьеру. Будет вообще трясти наше самолюбие, потому что Уран делает квадратуру к Солнцу, а это наше самолюбие. Здесь можно сколько угодно жить по Луне, но самолюбие у рыб будет как раз-таки очень сильно напряжено. И вам будет казаться, что все хотят это делать. И здесь, конечно же, либо начнется ваш рост, вы начнете работать по-новому, чувствовать как-то по-новому, наводить связи и контакты, потому что у нас Уран меняет знак еще и в соединении с Венерой. И Венера тоже делает квадратуру у рыб первой декады. Понимаете, я о чем говорю? Поэтому здесь май у рыб первой декады, вот май, июнь, июль, вот на таких эмоциях продлится, вот на таких настроениях. Мне хочется сказать, что как-то вот оно будет полегче и незаметно, да, но при всем при этом в мае нужно будет договариваться, здесь и Меркурий из Тельца будет очень хорошо в этом помогать, и уже к 20 числам мая еще и Марс туда подтянется в первую декаду Тельца, поэтому будет еще и такое усердие, желание договориться у рыб первой декады. Рыбы второй декады, дорогие, у вас еще и май, гармоничный аспект Юпитера, очень хорошая история, такая движение для вас. Поэтому здесь все вопросы связаны с имуществом, с недвижимостью, с движением вперед, очень сильно хорошо продолжаются. Рыбы третьей декады, у вас, дорогие, уже ушел аспект как раз-таки Урана. Да, такое остается, знаете, небольшое послевкусие, но при всем при этом уже в июне Лилит поменяет знак, перейдет в третью декаду Стрельца, и у вас останется такое внутреннее ощущение в июне, что что-то вы не сделали, что-то не доделали, что-то не так, как-то вот мне недостаточно, мне мало, будет, потому что когда Лилит идет по Стрельцу, это всегда вопросы к нашей карьере, то, как мы выглядим в обществе, наша социализация. И это, такие вопросики появятся как раз-таки уже в июне у рыб третьей декады. А так еще и в мае останется послевкусие апреля, поэтому, дорогие рыбы третьей декады, можно сказать, что и январь, и февраль, и март, и апрель, и даже на май останутся множество незавершенных вот таких дел в работе, в карьере. Продолжайте их на таком же энтузиазме движения вперед. Ну и потом к концу мая, конечно же, останется такое легкое желание отдохнуть, ничего не делать. И это хорошо, это нормально, но когда-то же нужно отдыхать. Поэтому здесь можете поставить себе в планирование отдых. Отдых, романтические любовные отношения в мае, в начале июня. И это очень хорошая история будет вот так работать у как раз-таки рыб третьей декады. Если мы говорим еще про май, у нас там уходит 6 мая в ретроградное движение Плутон. Обычная классическая реакция на рыб в прямом смысле не влияет, если в вашем личном гороскопе нет аспекта к вашим домарным сеткам. Здесь я к Солнцу аспекта не вижу в астропроцессоре, понимаете? Поэтому идем дальше. Июнь. Июнь обещает быть у нас яркий и заряженный. Что у нас будет складываться в июне? Ну, во-первых,
Дорогие мои, кто смотрел гороскоп на осень 2025 год, помните, я говорила вот такой аспект Юпитер в оппозиции с Плутоном. Помните, да, говорил? Так вот, он у нас начинает работать в 2026 с 20 июня. Что у нас еще на июнь, да? Ну, вообще могу сказать, это такое благоприятное время для отдыха у рыб третьей декады. Если, конечно же, в работе все дела завершились, и если ничего не хочется больше в принципе делать, если нету каких-то таких дел текущих, нужных и важных, то с 20 июня начнется таки очень много активных дел, потому что ваш управитель Юпитер складывается в оппозицию с Плутоном. О чем оппозиция Юпитер с Плутоном? Это вопросы финансовые, вопросы больших сделок. Астрологи обычно говорят, что гармоничный аспект тригон Юпитер с Плутоном – это аспект миллионеров, миллиардеров, больших денег. Но не любят говорить про напряженный аспект оппозицию, потому что если в вашем персональном прогнозе есть приход финансов, то напряженный аспект в транзитах говорит о том, что денег у вас будет еще больше, чем если бы у вас здесь был какой-то гармоничный аспект в транзитах. Я же сегодня, говорю вам сегодня, что нужно как раз-таки вот на конец июня, июль, август запланировать вот такой большой, мощный, классный приход финансов. У нас в августе второй коридор затмений с 12 по 28 августа, да, в 2026 году. У нас вообще мощный такой июль будет. И июнь у нас такой, знаете, по нарастающей. Поэтому все, кто хочет отдохнуть, рыбы и первой, ну, у рыб первой декады, вот первая, вот те, кто родился в самом начале первой декады, первые 5 денечков, вот у вас будет еще такой, знаете, момент, что уже Уран будет, он быстро пойдет по близнецам, Уран не даст времени расслабиться, захочется отдохнуть. Знаете, когда есть напряжение в работе, когда ты улетел в отпуск, но при этом дела тебя достают даже на другом конце планеты. То есть вот такое будет напряжение у рыб первой декады, кто родился близко к Водолею. У второй половины первой декады рыб вот этого настроения не будет, поэтому вы можете спланировать свой отдых, расслабление, вот эту всю историю. Понимаете, я о чем говорю, да? У рыб второй декады история любовная, гуляние, свидание в июне, да, и по нарастающей тоже будет работать включение вот этой истории больших финансов в конце июня. У рыб третьей декады, ну, дорогие, у вас тут вообще движение мощное вперед, здесь не расслабляемся, здесь Юпитер уже в мае делает как раз-таки вот тот же самый гармоничный аспект расширения семьи, финансов. Поездки, кстати, отдохнуть тоже можно, если вы можете себе этого позволить. Почему бы и да? Потому что еще будет у нас в 2026 году периоды, когда мы будем неистово работать, или я бы даже сказала, пахать. Поэтому да, дорогие рыбы третьей декады, май и июнь здесь можно либо запланировать себе отдых, либо работа уже с 20 июня будет включаться. Да? Романтические свидания, гуляния тоже будут как раз-таки очень подвластны весь июнь у рыб третьей декады гулять, отдыхать, расслабляться. Но при всем при этом в июне у нас с самого начала июня Венера в Раке соединяется с Юпитером. Все это добро очень гармонично влияет на рыб третьей декады, поэтому здесь ваши гуляния, свидания могут привести к каким-то действиям, к союзу семейному, выйти замуж, сыграть свадьбу. Очень хорошая такая история, жениться, обзавестись ребеночком, тоже очень хорошая история, решить свои дела путем приобретения недвижимость, да, то есть решить все свои проблемы. То есть здесь недвижимость, очень хорошая история будет у рыб третьей декады работать в июне, поэтому здесь совершайте сделки. Но конец июня с 20 чисел как раз-таки включается оппозиция Юпитера с Плутоном. Буквально с 21 июня. Что у нас за день 21 июня? Это традиционно летнее солнцестояние, мощный, важный, сильный энергетический день. Можно сказать, что мы вообще на вот это все не смотрим, но, конечно же, у нас солнце перейдет в первый градус знака зодиака Рак, при всем при этом в квадратуре с Нептуном. То есть здесь должно быть такое внутреннее чувство, довольны мы, недовольны. То есть июнь такой, конец июня такой заставит нас собраться.
понять, а всего ли мы имеем в этой жизни, чего мы хотим. Очень гармонично эта история будет работать с рыбами первой декады, поэтому у вас лето, то есть конец июня и июль будет вот такой всплеск эмоций и энергии. Очень хорошая история будет у рыб первой декады как раз-таки. У рыб второй декады здесь будет момент, связанный как раз-таки работать через Юпитер, через Нептун, через ваших управителей. Здесь появится, то есть если вы сделали все свои там вопросики, своего мироощущения еще в 2025 году, то тогда вы к лету раскачаете все свои финансовые вопросы. А здесь что? Юпитер с Плутоном в оппозиции начинают работать июнь, июль и август. Здесь большие потоки денег, они либо приходят, либо через мошенников уходят. То есть либо уходят, это потери, либо они приходят, но при всем при этом нужно очень много усилий совершить, потому что все-таки это оппозиция. То есть если вы работаете с крупными сделками, с влиятельными людьми, это очень хороший период заключать как раз-таки договоры, переговоры, подписывать контракты. И здесь не нужно этого времени как-то бояться и переживать. То есть очень хороший такой всплеск эмоций, энергии делать очень многое для своей жизни. При всем при этом у нас 30 июня Юпитер меняет знак, выходит из знака Рак в знак Льва. При всем при этом 30 июня в этот же день у нас включается еще и ретроградный Меркурий, который в соединении с Юпитером. И да, Юпитер уходит во Льва, Меркурий катится по Раку. И, естественно, этот ретроградный Меркурий будет влиять вообще, если я сейчас отмотаю, он до 23 июля у нас будет ретроградный Меркурий, и он откатится во вторую декаду Рака. Значит, влиять будет как раз-таки этот ретроградный Меркурий на рыб третьей и первой декады. Поэтому здесь не ругайтесь, не конфликтуйте, не портите свою репутацию в том числе, да, не портите свои отношения с близкими и родными, потому что ретроградный Меркурий в Раке – это наши взаимоотношения с семейными, с домочадцами. То есть здесь такая аккуратная история, да, при всем при этом хорошая история на любовные отношения, потому что ретроградный Меркурий будет в хорошем аспекте с Венерой. Действуйте в это время, но Венера сама по себе будет в напряженном аспекте с Марсом. Мы будем ругаться, если в нас будет взыграть вот это мужское, женское, должен, должна, обязанности, вот это вот все. Не надо рушить близкие отношения. Не нужно включать умников и гениев, потому что Венера там будет в Деве, Марс там будет в Близнецах, когда захочется поумничать и уйти в закат. Не надо так делать. Основная история. Мужчина сохраняет в себе мужские качества, женщина женские. Вот такой будет вот у нас июль, у нас по истечении этого июля, 27 июля еще и кармические узлы будут менять знак, понимаете, да? И следом после вот этого момента у нас еще и 12 августа коридор затмений, который будет влиять, естественно, на всех рыб, да? И эта история тоже очень такая важная. И если вот так вот уместить всю эту историю июльскую, плюсом у нас 7 июля уходит в ретроградное движение еще Нептун, ваш управитель, 26 июля еще уходит в ретроградное движение Сатурн, но при всем при этом, очень хорошие аспекты у Нептуна, вот как раз-таки с этой конфигурацией Юпитера с Плутоном. Поэтому здесь вообще все рыбы первой, второй и третьей декады. Собираем свои эмоции, свое мироощущение, то есть весь ваш внутренний экзамен, кто я по Солнцу, мои классные качества рыб по Солнцу, либо по асценденту, но по асценденту событие работает по-другому. Если же вы по Солнцу смотрите этот гороскоп, то здесь самолюбие включится, внутреннее ощущение, доволен я, недоволен, горжусь собой или нет, моя эта история или нет, и тогда это будет работать как надо. То есть ваш характер взыграет, и вы сами скажете, ваша самооценка вам подскажет, чего же вы на самом деле хотите, какого масштаба. Потому что для кого-то вот столько достаточно, а кому-то хочется объять весь земной шар, потому что здесь задействованы два ваших управителя, и Нептун, и Юпитер, но они в гармоничном, потрясающем аспекте. Поэтому я хочу сказать, дорогие у меня рыбы, и первой, и второй, и третьей декады. Вот у нас конец июня, июль и август. Это потрясающие моменты, несмотря на то, что у нас там очень много астрономических событий. Эта история
хорошего финансового потока. Финансовый гороскоп на рыб я прикрепляю. Здесь очень хорошая история в любовных отношениях в том числе. Здесь очень хорошая история двигаться вперед и развиваться в работе, в карьере, получать тот самый статус, строить бизнес, зарабатывать деньги, отправляться в командировку, переезды, иммиграция в том числе через управителя у вас будет работать. И внутреннее состояние. Главное, здесь нужно понимать, что рыбы первой декады у вас будет очень активно работать уран. То есть, когда вам хочется все это делать, только чтобы сбежать. Вот чтобы вот прям вот лишиться вот этой ответственности, которая уже вот так надоела и так с ней сложно. Поэтому вот такую историю лучше, конечно же, прекрасно понимаете, что вы, если выходите из каких-то отношений по какой-то причине, вот такая история. И мы идем дальше, переключаемся на август. И я хочу сказать, что в августе у нас коридор затмений с 12 числа будет очень яркий и интересный. Во-первых, коридор затмений как раз-таки у нас вышли кармические узлы с оси рыбы, девы, переключились на водолея, льва, и еще остается такое послевкусие как раз-таки у рыб первой декады от всей этой истории, да. Но с чем связан вот этот переход кармических узлов? Северный узел всегда нам показывает вектор движения вообще на ближайшие 1,5 года. Показывает не только водолеям и львам, например, показывает всем. Конечно же, я кармический гороскоп для рыб еще напишу. То есть к лету будет кармический гороскоп, а он у нас будет работать 1,5 года. То есть со второй половины 2026 и на полностью 2027 год. Поэтому фактически вы получите вектор движения еще и на 2027 год, ну, весной, я надеюсь, к лету 2026. Понимаете, я о чем говорю, да? То есть такой еще вперед на подумать, какие планы дальше построить себе. И да, северный узел Водолей. О чем это? О том, что нам всем нужно становиться человечнее, смотреть на людей, на общество, на мнение, при всем при этом убирать свою внутреннюю гордыню, потому что южный узел будет во льве. Это снимать корону, снимать свое какое-то чрезмерное самолюбование. Здесь очень сильно посыпятся, в принципе, продажи, бизнес, связанный вот с такой красивой картинкой, посыпется люкс вообще, в принципе, во всех пониманиях, которые вы меня сейчас услышали, да, то есть здесь будет обнуление люкса, обнуление мнений, обнуление экспертных мнений, и вот те проекты, та работа, которая будет нацелена на людей, на масштаб деятельности, на человечность, на помощь людям, то есть все, что связано с водолейской историей, да, то есть с альтруистскими началами. Сейчас вы мне скажете, Женя, ну как это может вообще, как альтруизм может помочь, там, не знаю, зарабатывать деньги, вот это вот все. Заметили, наверное, мой канал, и вы можете писать комментарии, я совершенно бесплатно на них отвечаю, да. Ну, то есть эта история, то есть я бы могла тоже сказать, что эта история, ну так, платите мне за каждый ответ, я там за каждый ответ трачу от 15 до 30 минут. То есть я реально сажусь, я реально смотрю варианты, а вдруг время не то. То есть это реально время. Ну, и люди видят эту историю, они ее репостят своим близким. Невероятное какое-то количество репостов моих гороскопов, и это очень приятно на самом деле. И так люди про меня узнают, понимаете? Хитрость такая маленькая, да? Но тем не менее, потому что люди получили этот ответ, мало того, что они возвращаются и пишут: Женя, спасибо огромное. Почему? Потому что, дорогие, мы с вами все сейчас вот идем, вот вы часто писали у меня, когда же у нас будет время, когда не будет качели, не будет трясти. Я вам хочу сказать, что очень такой безопасный островок времени у нас был на самом-то деле 2023, 2024, 2025. А в 2026 у нас еще будет такой немножечко островок, у нас будет внутреннее ощущение, что мы все контролируем. А 27, 28 и 2029 года – это года мировых коллапсов. В 2030 и в 2031 начнутся очень сильные глобальные изменения. И я вот почему вам говорю, ребята, нужно как-то себе сделать вот не просто тростиночку подстелить, а прям такую потрясающую финансовую подушечку безопасности, выстроить свои отношения в личной жизни, чтобы у вас хотя бы был тыл для того, чтобы вы куда-то возвращались, у вас были люди, кто могут выслушать слезы, переживания, да, то есть, а наша любовная сфера, наши отношения, наши друзья – это те люди, которые, ну, фактически наши бесплатные психологи. То есть, но при всем при этом нам свою душу тоже нужно вкладывать в их отношения. Понимаете, о чем я говорю?
И вот такой будет у нас жизнь, до многих дойдет как раз-таки в ближайшие 1,5 года, что мир начинает меняться, то есть все вот эти вот красивые картинки, они начнут рушиться, а вот там, где есть доля вот этой человечности, вот этого адекватного понимания к жизни, будет идти очень хорошо. Конечно же, будет много тех, кто захочет просто обнулиться, выйти из отношений, разрушить свою жизнь полностью, но потом у нас в начале 2028 году северный кармический узел перейдет в знак зодиака Козерог. Вот там нужно будет таки пахать. Понимаете? То есть там жизнь заставит нас всех прямо-таки очень сильно, мощно пахать и делать то, что нам... Вот для рыб вообще история так себе. Не та энергия, понимаете? Земля и эмоциональная, душевная вода, которая подстроится под любые обстоятельства. А там обстоятельства будут жестче. Понимаете, о чем? Не запугиваю, просто вот так вот оно будет. Я бы очень хотела рассказывать гармоничные гороскопы и говорить всем по квартире, оно как-то придет само, медитируйте карту желания, но все-таки нужно приложить будет усилия. Я иду дальше, это кармические узлы, коридор затмений у нас, который будет с 12 по 28 августа в 2026 году. Тем не менее, это будет очень яркие эмоции. Здесь единственное на этот коридор затмений хочу сказать, не уходите в иллюзии, не уходите в отношения деструктивные, не уходите в измены, в интриги на стороне. Разберитесь в своих отношениях, честно себе признайтесь, чего вы хотите, как вам хочется, как вы любите, покажите снова, если это было забыто, да, потому что здесь в этом коридоре затмения у нас Венера будет в точной оппозиции с Нептуном. Это история иллюзий, больших иллюзий, когда мы сами ошибаемся, обижаемся и уходим не туда, куда нам нужно. Вот такая история. Идем дальше. Коридор затмения очень будет мощный, активный, яркий, эмоциональный, потому что у нас Меркурий, Юпитер, Солнце, да, будут находиться во Льве, и южный кармический узел тоже, и мы как раз-таки будем передвигаться. Эта история будет в очень гармоничном аспекте с Ураном, поэтому у рыб первой декады начнет очень сильно бурно меняться жизнь, поэтому вкладывайтесь в работу, в новые проекты. Даже если придется работу менять не один раз, не отчаивайтесь, не расстраивайтесь. Нас почему-то убедили, что все должно получаться с первого раза, и сразу так эффект вау. Так вот, этот эффект вау начнет сходить на ближайшие 1,5 года, и будет здесь нормальная такая история. Понимание, что все дается не просто так, а это долгий труд выстроенных своих усилий, понимаете? И да, конец августа у нас будет на таких же началах коридора затмения, поэтому здесь постарайтесь быть более активны, рыбы первой декады. Рыбы второй декады, дорогие, я не скажу, что у вас будут какие-то такие там сложные истории, переживания. Нет, у вас будет очень хорошо работать имущественные вопросы. Помните, я вам опять говорила, да, если у вас в 2025 году были осознания очень важные, тогда вы в первой половине 2026 сделаете очень много. И август в том числе здесь имущественные вопросы, социальная роль, карьера, статус, деньги. Потому что Юпитер будет в гармоничном аспекте, то есть ваш управитель с Сатурном, покупка недвижимости, в работе, расширение, в семье. Делайте это. Рыбы третьей декады, здесь, конечно же, Лилит идет по третьей декаде Стрельца, и нужно таки эту историю очень хорошо понимать. Страхи, фобии, волнения, переживания. Подождите еще чуточку. В середине сентября Лилит зайдет в знак Козерога, и уже не будет у вас этих страхов, переживаний, но так мы плавно движемся к сентябрю. В сентябре у нас по классике ничего нового. 11 сентября у нас Уран уходит в ретроградное движение. На кого будет влиять? Будет лишь влияние рыбам первой декады, потому что он делает прямой напряженный аспект, поэтому все те вопросы, которые у вас были с 26 апреля активированы, дорогие рыбы первой декады, они у вас таки тоже встанут на повестке дня вашей жизни, и будут как раз таки здесь вопросы, что вы хотите в работе, в карьере, либо же в личной жизни начнется опять встряска. Но я опять же про то, чтобы личную жизнь рыбам первой декады наладить очень хорошо, потому что, ну, вообще сейчас всем рыбам буду говорить, да, про личную жизнь, потому что мы в сентябре будем уже плавно все двигаться как раз-таки к периоду ретроградной Венеры, которая будет очень сильно влиять на нас, на всех, да. И эта история очень важна
будет для всех рыб. Но у рыб первой декады, чтобы не было вот этой тряски, потому что здесь Уран очень сильно трясет, чтобы не выходить из отношений. Наведите, пожалуйста, порядок в своих отношениях для того, чтобы вам было максимально понятно в них осенью 2026 года. Потому что если эти изменения будут в работе, какие-то новые проекты, движения, передвижения, тогда у вас будут свои личные тылы, понимание, осознание, что у вас все хорошо. Но если вы будете без отношений, тогда, естественно, эта история будет касаться ваших финансов в том числе, потому что ретроградная Венера – это история наших финансов. Как повлияет период ретроградной Венеры вообще на всех рыб, да? В сентябре, собственно, у нас Уран ушел в ретроградное движение. 13-14 сентября, все зависит от того, в какой части планеты вы находитесь, у нас Лилит выходит из Стрельца в знак зодиака Козерог и уже будет делать гармоничный аспект рыбам первой декады. Это уже страхи, волнения, переживания полегче. То есть здесь уже вы начнете со своими страхами их понимать и отслеживать. И это такая очень хорошая история. Но, тем не менее, у нас с середины сентября Венера меняет знак и переходит из балансирующих весов, да, то есть это 10 числа сентября, в знак зодиака Скорпион. При всем при этом она переходит у нас в Скорпион уже в квадратуре с Плутоном. Как эта история будет работать вообще на рыб? На рыб первой декады будет работать в принципе гармоничным аспектом, но опять же, здесь история будет еще работать и через Уран, и это нужно таки очень хорошо понимать, потому что Венера начинает у нас ретроградное движение с 3 октября по 14 ноября. На этот период ретроградной Венеры, сейчас всем рыбам говорю, у нас накладывается с 24 октября по 13 ноября еще период ретроградного Меркурия в Скорпионе. То есть все прекрасно понимаете, рыбы, что на вас прямое будет влияние, эмоции будут бушевать. Да, и на таких эмоциях, естественно, у нас ретроградная Венера заканчивается, Меркурий 13-14 ноября, но еще и декабрь мы будем на этих же эмоциях послевкусия как раз-таки жить. О чем период вообще ретроградной Венеры? Венера может у всех у нас проиграться. У кого в отношениях, то есть мы будем докапываться, хотеть многого от отношений, понимать, что партнер не может нам это дать. Нам захочется здесь манипулировать, скандалить, добиваться своего. Это будет сложно, естественно, да, потому что Скорпион вообще ни разу не легкая энергия. Что еще? У кого-то может проиграться в уровне комфорта, потому что Венера – это еще то, как мы живем, и нам это должно нравиться, удовлетворять наши запросы. И вот здесь у многих появится внутреннее ощущение, согласитесь, кармические узлы вроде как вышли, но вот тут ретроградная Венера идет, да, и она заденет всех рыб, понимаете? Вот, то есть она проскочит всех рыб, а там еще и ретроградный Меркурий дойдет до конца и тоже из 3 декады Скорпиона развернется обратно. То есть это история, когда мы будем понимать, что мы вообще вот не соответствуют наши желания, нашей жизни, нам будет мало, недостаточно, нам будет хотеться больше, это тоже нормальная история. Эту штуку нужно понимать, то есть в себе, в своем характере, эти претензии, да, при всем при этом у нас Венера еще будет складываться на момент период ретроградности, а если открывать дату как раз-таки 3 октября на период включения ретроградного движения, у нас Венера будет в квадратурах к очень сильному аспекту. Кто смотрел гороскоп «Осень силы», это осень 2024 года, там был как раз-таки этот аспект, оппозиция Марса и Плутона. Многие астрологи говорят, что это разрушающий аспект, это реально, правда, разрушающий аспект, но все те, кто послушал мой гороскоп и начал не разрушать отношения, а строить как раз-таки бизнес, дело, это было нелегко, естественно. Но разрушать отношения, можно подумать, что находить себя потом после этого гораздо как-то легче и проще. Вообще нет. Поэтому здесь собираем всю свою волю в кулак и понимаем, что если мы недовольны своей жизнью, уровнем комфорта, мы не удовлетворены в отношениях, но с отношениями здесь будет все очень просто. Мы взяли и поговорили, потому что Венера будет в соединении с Меркурием. Сели и поговорили, сказали, как хочется, и начинаем что-то делать. Так вот, вот эта оппозиция Марса с Плутоном – это аспект, когда нам нужно делать. Просто поговорить не получится. Нужно делать в отношениях,
об этом не просто говорить, а начинать улучшать отношения. В финансах не просто говорить про них, нужно прям таки работать больше, строить бизнес самим, либо работу работать, понимаете, да? То есть бизнес самим это тоже работу работать, только за всех сотрудников сразу, когда ты бизнесмен, понимаете? И эта история такая очень сильная, очень мощная будет работать у нас с начала октября, ну, до середины ноября в ретроградном движении и до конца 2026 года уже, и после выхода ретроградного движения, ну, все то же самое, все те же эмоции, когда нам будет казаться, а точно ли мы так живем или все-таки нам еще дубль 2, понимаете, я о чем? Все те же испытания. То есть вот этот аспект силы, это для того, чтобы мы вот так собрались и начали свой максимум в своей жизни поднимать. При всем при этом у нас конечно же, ретроградный Меркурий, я уже про эту историю сказала, но у нас к концу октября, к включению ретроградного Меркурия, у нас 24 октября, к слову, включается, у нас здесь будет работать еще очень сильно эта история. У нас к южному кармическому узлу присоединяется Юпитер. То есть вот здесь наши завышенные ожидания и реальность в нашей жизни, наша завышенная гордыня, самооценка и корона. Здесь самый такой очень хороший момент снять корону и реально посмотреть на все те ситуации, которые есть у нас в жизни. Почему я так говорю? Да, потому что здесь очень такая мощная и важная история будет работать у рыб третьей декады, связана с напряженным Юпитером. А это история того, как мы хотим как раз-таки доказать кому-то справедливость, свою точку зрения, свою справедливость. Но здесь такие уход в юридические истории, плюсом еще у нас ретроградный Меркурий будет в квадратуре с Юпитером. Это история, когда юридические вопросы будут очень долгими, напряженными, они будут максимально сложными, потому что ретроградный Меркурий в Скорпионе, вот здесь, вот этому периоду захочется от нас отжать все. Поэтому здесь свою силу понимайте и рассчитывайте, насколько вы можете в сложных историях участвовать. Если вы понимаете это по моей силе, тогда участвуйте. Если вы понимаете, что вы недостаточно вообще этого хотите, пустите это напряжение Юпитера в знание, повышение компетенции, коммуникации, движение в социальном статусе, в карьере, в росте. Это все как раз-таки рыбы третьей декады. Понимаете, я о чем говорю? Здесь решение имущественных вопросов в том числе, но путем судебных издержек или путем своих каких-то решений, коммуникаций в том числе. Но скажу однозначно, решение судебных вопросов вот так голословно я не могу сказать, получится у вас или нет в этом гороскопе. Почему? Потому что, во-первых, мы все люди по силе разные, мы все выдерживаем по-разному сложные аспекты коммуникации. Кто-то вытягивает, кто-то сдается, кому-то в этот период это не актуально. Поэтому решение юридических вопросов я могу только при ваших личных данных под этим видео ответить. Поэтому здесь не злоупотребляйте, понимаете, я о чем говорю, да? Но однозначно, рыбы третьей декады, вот здесь история движения роста вперед через ретроградный Меркурий у вас будет работать с Юпитером. Рыбы второй декады. У вас история этой силы и мощи как раз-таки будет работать через аспект Марса. Марс будет очень хорошо, как раз-таки Марс с Меркурием будет в начале октября задавать тон движения и агрессии здесь, сделайте как можно больше действий и усилий. Здесь я бы не посоветовала сдаваться. Здесь нужно наоборот не рвать связи. Ну, про не рвать связи и отношения у рыб первой декады это тоже актуально, но у вас сейчас расскажу. У рыб второй декады здесь история более мощная, глубокая, очень сильно будет работать и как раз-таки ретроградная Венера в квадратуре с Плутоном, но при всем при этом здесь еще будет и Юпитер, здесь еще и будет и Марс, то есть работать через эти аспекты. То есть Плутон еще будет с Марсом активирован у рыб как раз-таки второй декады, поэтому здесь очень мощный период сделать очень много у рыб второй декады осенью 2026 года. Это и октябрь, и ноябрь, и декабрь 2026. Итоги вы подведете на своих внутренних ощущениях, сделали ли вы все то, что вы хотели или нет, смолодушничали или нет. При всем при этом ругаться получится очень легко. Конвертируйте свою злость и агрессию лучше в финансовый достаток, в свои усилия по поводу улучшения качества своей жизни. Вот тогда итог в 2026 году вы подведете очень классно.
но об этом я еще расскажу. Рыбы первой декады у вас, дорогие, весь октябрь будет работать Венера в квадратуре с Плутоном, мои отношения, мой уровень комфорта, достатка, жизни. И здесь главное не быть агрессивными, главное вот так приземлиться, снять корону, потому что Марс будет во Льве. То есть это когда нам хочется вот так вот такими классными быть и казаться, и на вот этих эмоциях захочется прям таки очень сильно в отношениях навести порядок. Постарайтесь понять такую основную историю. Вот когда нам хочется показать, что мы Наполеон и мы все можем, вот в финансовой истории достижений очень хорошо работает, и деньги к себе притянете. Если вот так вот самореализовываться в отношениях, получится только испортить отношения. Поэтому рыбы первой декады не портите отношения в октябре, в ноябре и в декабре для того, чтобы итоги 2026 года не показались такими сложными, такими неприятные, как хотелось бы. Ноябрь по истечению выхода, да, не коридора затмения, а ретроградной Венеры. Ретроградная Венера заканчивает свое движение в весах и возвращается обратно. То есть фактически она быстренько дойдет до знака Скорпиона снова. Фактически декабрь мы будем, дорогие, опять-таки проживать нашу реализованность или нереализованность в финансовом плане, свое довольство или недовольство в уровне комфорта, жизни и счастье или несчастье в любовных отношениях. Поэтому плюсом в октябре у нас выходит из ретроградного движения Плутон 16 октября. Ничего нового, он каждый год в мае начинает движение, в октябре заканчивает. Не могу сказать, что какие-то дикие всплески энергии с этим. В декабре же у нас в начале декабря, 10 числа заканчивает ретроградное движение Сатурн, 12 числа уходит в ретроградное движение Юпитер, ваш управитель, который, между прочим, с 30 июня по 12 декабря пробежал просто 28 градусов знака Льва, то есть очень быстро, ярко, вот так взыграло самолюбие, очень быстро. И 12 декабря он покатится в ретроградное движение на полгода. Понимаете, я о чем говорю, дорогие рыбы? Сейчас всем говорю, потому что Юпитер управитель у вас. Поэтому сейчас итоги буду говорить для всех рыб на 2026 год, связанных с Юпитером в том числе, и по всем планетам делать такую общую развертку. И да, 13 декабря у нас выходит из ретроградного движения ваш управитель Нептун. Он в Овне, и тем не менее, итог по 2026 году у рыб первой, второй и третьей декады. Но сначала общий для всех, да. При всем при этом я, конечно, рассказала очень много чего, но в конце видео будет финансовый гороскоп для рыб. У нас весь год. И вот смотрите, декабрь 2026, там, ноябрь и декабрь, у нас опять точная конфигурация вот этого большого мощного финансового аспекта. Нептун, соединение с Сатурном, гармоничный аспект с Ураном и Плутоном. И Уран с Плутоном сам по себе тоже в гармоничном аспекте. Весь 2026, дорогие рыбы, и первой, и второй, и третьей декады у вас, у всех гармоничные аспекты на большой финансовый поток. Конечно же, я рассказала в течение года, какие есть максимальные точки, когда всплеск энергии очень сильный, когда вы можете прям поднажать для того, чтобы получить для своей жизни то, что вам нужно. Каждый сам определяет то, что вам нужно от этой жизни. Понимаете, я о чем говорю. Но при всем при этом деньги будут, если вы будете делать. Что касается отношений в том числе, у нас в декабре как раз-таки Венера с Плутоном будет как раз-таки опять в квадратуре, когда мы будем понимать, довольны и недовольны, либо жить свою счастливую романтичную жизнь прям-таки с эмоциями, либо мы будем в таких деструктивных отношениях. Плюсом у нас еще и в декабре Марс в точной квадратуре с Ураном, когда мы будем делать действия вообще максимально странные, максимально нелогичные и разрушающие, инфантильные то в том числе. Но при всем при этом хочу сказать, что весь 2026 год, первую половину Юпитер, ваш управитель, будет идти по знаку Рак. Поэтому здесь масштаб деятельности, конечно, такой более мягкий, более такой понятный, эмоциональный. Когда в конце июня Юпитер поменяет знак на знак Льва, здесь уже амбиции будут очень большие, очень мощные, сложно их будет скрыть. Поэтому здесь все-таки планирование лучший друг. Здесь таки понимать моменты, когда
вы улетаете не в те реальности, когда вы улетаете в свои амбиции, начинаете портить себе жизнь, да, своим самолюбованием чрезмерным. Вообще это очень хороший период для достижения в работе, в карьере, повышения социального статуса и вообще того периода жизни, когда вас заметят. Если вам до сих пор казалось, что вы где-то так в тени работаете, вы вроде классный специалист, но при всем при этом не оценены по заслугам. Очень хорошая история будет работать вообще у всех рыб, но все зависит от каждой декады. Помните, я говорила, у рыб первой декады, да, сейчас итоги пошли по каждой декаде. У рыб первой декады, если вы, понимаете, долго вот это вот решение принимаете, вот в начале 2026 года, пока кармические узлы, вот вы долго определяете, с чего вы хотите, тогда, естественно, вы упускаете много времени. И если вы сразу в январе себе поняли, чего же вы хотите, если вы прямо-таки сразу понимаете масштаб своей жизни, деятельности, то вы к этому идете уже в течение года реализуете. Не оставляйте это на вторую половину 2026 года и не ждете, когда с апреля приходит аспект Урана, который заставляет вот так вот резко, прямо сейчас менять жизнь, прямо-таки резко, напряженно, через напряженные аспекты. А мы вообще люди-то ленивые существа, мы не любим, когда нас напрягают. Мы сами любим в легкости, да. Нам тем более же в соцсетях это все сказали, что в легкости должно быть, да. Так вот, напряжение будет даваться сложно рыбам первой декады. Поэтому не ждите напряжения, постарайтесь до конца апреля сделать как можно больше классных действий, да, и тогда у вас пойдет так по накатанной, у вас тогда вот это вот аспект Урана, он будет вас наоборот поднимать, потому что фундамент у вас уже будет такой заземленный, понимаете? Рыбы второй декады. В том числе, дорогие, у вас очень много в начале года, помните, Юпитер будет до апреля месяца идти по второй декаде рака, абсолютно гармоничный аспект движения вообще в свою и реализацию, такое мягкое движение, продуктивность, работа, новые знания, новые связи, контакты, новая социальная ступень в обществе, либо замужество, либо брак, либо новый член семьи, новая недвижимость, если вы этого хотите, на таких приятных эмоциях, понимаете, потому что когда Юпитер в раке, это все дается мягко. И, естественно, если вы в начале года это делаете, тогда, когда Юпитер 30 июня идет во Льва, у вас тогда такой внутренний всплеск энергии, и вы уже на этом фундаменте, у вас, ну, словно, знаете, вот этот груз с вас сходит, и у вас появляется такое внутреннее желание действовать еще больше. Тогда и финансы идут по-другому, и в отношениях вы чувствуете себя гораздо приятнее. Но здесь таки нужно, естественно, не тратить время. Мы всегда любим и ждем, что у нас как-то вот оно само сложится и получится. Но так не бывает. Сами по себе заходят только проблемы, понимаете? А хорошее нужно создавать. Рыбы третьей декады. Дорогие, могу сказать, что январь вообще будет очень заряженный, февраль точно так же. И здесь, конечно же, действуйте, пока Юпитер, пока Уран находится в третьей декаде Тельца. До апреля вообще все потрясающие возможности у рыб третьей декады сделать как можно больше и финансы потянуть, и недвижимость, и приобрести автомобиль в том числе, и в работе, в карьере новые проекты. Ищите работу, если вы сейчас находитесь на распутье в начале 2026 года. Делайте это, и будет у вас все классно и хорошо. Здесь главное не останавливаться. Ну а уже с апреля, естественно, включается у вас такой большой, мощный рост в том числе. Здесь уже большой полет движения дальше. Здесь и Нептун переходит в Овна, то есть уже эмоции такие посильнее. Кармические узлы, естественно, на вас пока влиять не будут никак, никак, но через Нептун и через Юпитер, который 30 июня поменяет знак, начнется, конечно, такое очень мощное, сильное движение, потому что Юпитер меняет знак в гармоничном аспекте с Нептуном. Фактически два ваших управителя в потрясающем аспекте на финансовый достаток и заработок. Поэтому вторую половину 2026 года тоже движение вперед, но уже эмоции такие яркие, творческие, активные, зрелые, веселые, более такие яркие и открытые. Захочется достигать публичности, захочется яркости, захочется проявления себя. И это очень хорошая история. И согласитесь, глупо и рыбы, и первой, и второй, и третьей декады портить этот классный, творческий, яркий год полон возможностей вообще для всех рыб, на какие-то разрушительные отношения, деструктивные связи, иллюзии, на какие-то моменты заминки.
просто тратить время на ссоры, скандалы. Тем более, если вы понимаете, что у вас классные отношения, классная семья, и вам просто нужно взять новый уровень в своей жизни. Вот такой гороскоп. Дорогие рыбы, на 2026 год. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам потрясающего года, множество возможностей и, главное, сил и желаний все это сделать. Но мы совсем справимся однозначно. Но просто у каждого свой запас сил вот реализовывать столько, сколько хочется. У кого-то больше, у кого-то меньше. Здесь нет ни хороших, ни плохих. Здесь просто есть личное желание. У кого-то уже накопилась усталость. Если накопилась усталость, в новогодние праздники отдохните, выспитесь, поленитесь, сколько вам хочется. Вот прям выделите себе эту неделю полениться, прям вот отключите все связи, потому что понимаете, что у каждого 2026 год закрутится с такой силой, и пусть эта сила ведет только туда, куда вам нужно. Собственно, я для этого гороскопы записываю. Ребят, в конце видео по классике актуальные ролики. Если еще не смотрели, посмотрите, примите верное решение. Оставляйте в комментариях к этому видео и увидимся с вами в следующем гороскопе. Пока-пока.